Привет, Арми. Я думала, что только на Уатпорт люди выдумывают истории, чтобы не чувствовать себя неловко из-за того, что им приснилось. Но теперь оказывается, что есть и те, кто использует социальные сети для выдумывания историй просто ради привлечения внимания. Недавно фанаты, связывающие Чимина и Чингука, заявили, что видели их где-то на съемках. Человек, утверждавший, что видел их, также упомянул, что хотел встретиться с Ким Тэхёном, но не смог. Чего я не понимаю, где доказательства? Потому что если просить фотографии или видео, их нет, это просто слова одного человека. Они всегда делают одно и то же, любой может сказать, что видел их, и это может быть неправдой. Самое смешное, что если бы они действительно были на съемках, то многие бы их видели и опубликовали бы что-нибудь в социальных сетях. Сейчас никто не держит такие вещи в секрете, люди обычно сразу же делятся ими, пока нет ни фотографий, ни автографов, подтверждающих эту историю. Что еще больше усиливает мой скептицизм, так это утверждение, что они не пользовались косметикой во время съемок. Это просто кажется абсурдным, ведь они сами неоднократно заявляли, что используют косметику во время съемок. Если идет работа над проектом, то, безусловно, соблюдаются профессиональные стандарты. Это создает впечатление, что все это выдумка. Легко сказать «я их видел», не предоставляя никаких доказательств. Еще легче, когда другие сразу верят этому и распространяют без проверки. В конечном итоге создается путаница. Не следует забывать, что они являются частью BTS. Любая профессиональная деятельность обычно включает в себя множество сотрудников, съемочной группы и свидетелей. Если бы действительно были съемки, скорее всего, остались бы цифровые следы. С другой стороны, когда Тэхёна действительно видели на съемках с девушкой в школьной форме, были опубликованы фотографии, были визуальные доказательства, разница очень очевидна. Одно основано на документации, другое – исключительно на заявлениях. Важно понимать грань между работой и личной жизнью. Когда они не работают, они имеют право выбирать, с кем проводить время. Это их личная сфера, смешение домыслов с реальной жизнью только создает нездоровый нарратив. Отношения между Тэхёном и Чингуком часто проявляются в моментах, которые они проводят наедине, спонтанный смех, многозначительные взгляды, поддержка, которая кажется искренней, не основанной на выдуманных историях. То, как они смотрят друг на друга, часто достаточно, чтобы указать на близость. Легкая улыбка, смягчающийся тон голоса, простой жест, который кажется естественным, все это происходит без принуждения. После более чем 10 лет совместной жизни, выступлений на сцене, репетиций, давления и важных жизненных перемен, вполне естественно, что между ними возникло чувство комфорта. Этот комфорт проявляется в мелочах, в том, как они стоят рядом, в их быстрых ответах, когда один из них говорит. Крепкие отношения не нуждаются в драме, им не нужны сенсационные истории. Они проявляются в постоянстве, в постоянной поддержке, в уважении, которое остается непоколебимым с течением времени. Когда один сталкивается с давлением, другой проявляет заботу. Когда один улыбается, другой отвечает гордостью. Это не то, что легко создать искусственно, это вырастает из общего опыта. Многие пытаются создавать истории ради внимания, но настоящая связь не строится на необоснованных утверждениях, она рождается из доверия, из времени, из проверенной верности. Физическое расстояние не всегда подавляет эмоциональную близость. Когда они встречаются снова, взаимодействие остается теплым и стабильным, как будто фундамент, который они построили, никогда не пошатнулся. Доверие создает спокойствие, и это спокойствие часто очевидно. Не шумиха, не слухи, а чувство безопасности, которое возникает естественным образом. Потому что в конце концов лучше дождаться официальной информации, лучше мудро наблюдать, чем верить каждой истории, которая циркулирует без оснований. Настоящие отношения не требуют чрезмерных доказательств, они просто проявляются в последовательных действиях и в том спокойствии, которое бывает только у двух людей, по-настоящему понимающих друг друга. Среди множества циркулирующих историй мы часто забываем, что не все, что звучит убедительно, является правдой. Чем чаще повторяется слух, тем больше он кажется фактом, однако без доказательств он остается лишь предположением. Многие говорят так, будто они были там, будто они были свидетелями всего происходящего, однако, когда их просят показать что-то конкретное, им нечего предложить. Только слова, только утверждения, только истории, циркулирующие среди других фанатов. Вот почему важно остановиться, перевести дыхание и спросить себя, имеет ли эта информация смысл? Есть ли доказательства, подтверждающие ее? Или это просто желание поверить во что-то, что соответствует личной истории?
Мы живем в эпоху, когда один пост может распространиться за считанные минуты, один комментарий может вызвать тысячи дискуссий, и одно предположение может превратиться в псевдо-истину. Однако истинная правда всегда имеет следы, свидетелей и последовательность. Когда кто-то действительно видит известного артиста в общественном месте, обычно есть фотографии, видео и другие взаимодействия, подтверждающие это. Это особенно верно, когда речь идет об участниках такой большой группы, как BTS. Общественное внимание настолько велико, что публичный момент не может остаться незадокументированным. С другой стороны, мы также должны уважать личное пространство. Не все действия должны быть достоянием общественности, не все моменты должны быть показаны всем, и не вся интимность должна объясняться, некоторые вещи просто принадлежат им. Кажущиеся крепкими отношения не нужно навязывать с помощью слухов. Подлинная близость не нуждается в анонимных свидетелях, она проявляется в постоянстве, в том, как два человека относятся друг к другу перед камерой и за ней. За эти годы мы видели, как они росли, как они справлялись с давлением индустрии, как они реагировали на критику и как они оставались рядом. Это невозможно подделать в долгосрочной перспективе. Связь, построенная на совместной практике, на неудачах и успехах, на смехе и слезах, имеет гораздо более прочный фундамент, чем интернет-истории, ее нелегко поколебать мимолетными слухами. Когда два человека так много пережили вместе, их язык тела говорит сам за себя, их взгляд кажется интимным, их реакции друг на друга происходят естественно, не по сценарию, не натянуто. Часто именно в маленьких, незапланированных моментах мы видим подлинность, спонтанные улыбки, легкие прикосновения, шутки, которые понимают только они. Эти простые детали гораздо важнее громких заявлений без доказательств. Как фанаты, мы обязаны не только поддерживать, но и быть мудрыми, фильтровать информацию, не распространять непроверенные сведения и не строить ожидания на шатком фундаменте. Распространение слухов может приносить кому-то удовольствие, это дает мимолетное волнение, это разжигает споры, но в конечном итоге это только создает путаницу. Это может даже навредить заинтересованным сторонам. Лучше дождаться официального заявления, лучше наслаждаться их работой, лучше сосредоточиться на реальных вещах, которые мы можем видеть и чувствовать, а не строить истории из тени. Здоровые отношения, будь то дружба или другие формы близости, не растут из шума. Они растут из доверия, из чувства безопасности, из постоянной поддержки. И если они захотят чем-то поделиться с миром, поверьте мне, они сделают это по-своему, в свое время, без давления, без принуждения. А до тех пор все, что мы можем сделать, это спокойно поддерживать их, уважать их частную жизнь и не позволяйте себе поддаваться влиянию необоснованных слухов. Потому что, в конце концов, правда всегда найдет свой путь. И подлинным отношениям никогда не нужны слухи, чтобы доказать свое существование.